Беспроводные наушники с активным шумоподавлением до 48 дБ, режимом прозрачности, поддержка технологии панорамного звука с двумя режимами работы, сенсорным управлением, игровым режимом, отличным дизайном, мультипоинтом до 2 устройств, поддержкой фирменного приложения с предустановками звучания, Bluetooth версии 5.3, сертификацией HRS Audio, временем автономной работы до 30 часов вместе с боксом и 7 часов на одном заряде наушников. Как вы уже поняли, обо всем этом я прочел в рекламе к наушникам под названием Bose Bowie M2S. Но как же показала себя данная модель на самом деле, я сейчас вам расскажу. Тем более Bose всегда все продает очень даже выгодно. Распаковка. Поставляется эта модель в белой небольшой коробке из плотного картона. Стандартно на упаковке есть название, изображение модели, а также есть краткие характеристики. Пакинг отличный, все упаковано красиво и надежно. В комплекте мы имеем краткое руководство, в котором есть QR-код для скачивания приложения, кабель Bose для переходника с USB-A на Type-C, комплект силиконовых амбушюр разных размеров, к слову, амбушюры по качеству неплохие. Далее есть боксы, сами наушники, вес наушников и бокса вы можете наблюдать на экране, габариты бокса 62 на 49 на 27 мм. Наушники не огромные, 30 на 21 мм. Звуковод овальной формы, он имеет выступ для удержания амбушюр и обыкновенная сеточка есть. Длина звуковода 3,5 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там всегда много полезного. Сейчас, кстати, идет распродажа, и, соответственно, вы можете оценить, насколько все упало по ценам. Телеграм-канал взаимопомощи, там можете написать ТЗ, и коллективный разум в объеме 15 тысяч пользователей вам посоветуют, какой, по их мнению, девайс был бы лучше под ваше техническое задание. И мой личный телеграм-канал, где я ежедневно с вами 24/7 общаюсь по поводу железок, которые я тестирую. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. В продаже имеется две расцветки на выбор. Это белая и черная. Дизайн бокса интересный. Внешний бокс очень сильно напоминает бокс модели Xiaomi Buds 4 Pro, обзор на который, конечно же, на канале. Надеюсь, что кто-то из вас помнит. Выполнен он наполовину из матового пластика и наполовину из глянцевого. Тактильно материалы приятные, но глянцевая часть очень маркая. Бокс не особо скользкий, но потертости на нем появляются просто моментально. Сборка бокса хорошая. Люфт у крышки минимальный, только в закрытом положении крышки. Удобно, что крышка имеет фиксацию в открытом состоянии. Шарнир пластиковый, хлопок при закрытии бокса глуховатый. В кармане бокс не мешается, на корпусе расположили надпись LED-индикатор, кнопку сопряжения разъем Type-C, открыть одной рукой бокс можно, но не всегда удобно. Извлекать наушники из бокса удобно. Крышка не мешается, внутри бокса есть краткая информация мелким шрифтом и два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и маркировкой left и right. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть их с закрытой крышкой бокса очень сложно. Переходим к, собственно, наушникам. Наушники изготовлены наполовину из глянцевого пластика и наполовину из матового. Следовательно, глянцевая часть у нас марка. Сборка хорошая, посадка данной модели комфортная. При длительном прослушивании музыки уши не устают. Во всяком случае, за 2,5 часа дискомфорта я не ощутил. Беспрерывного прослушивания из ушей они сильно не выпирают. Во время бега или занятий спортом они не вылетают. Главное, амбушюры правильно подобрать. Плюс еще и пассивная шумоизоляция здесь такая, средняя. На корпусе расположили по два контакта для зарядки, 4 микрофона в общей сумме, датчики обнаружения и сенсорную область. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового помощника, включение-выключение игрового режима, включение режима панорамный звук и переключение между режимами шумоподавления. Также режимом прозрачности и обычным режимом. В приложении можно настроить тапы, что удобно, но регулировки громкости нет. Управление реализовано максимально плохо, так как настроить все команды для полноценного управления нельзя. Одиночного тапа на борту нет, ложных срабатываний у меня не было. Команды сопровождаются здесь системными звуками, к слову. Наушники оснащены динамическими драйверами. Bose Bowie M2S имеет технологию активного шумоподавления до 48 дБ с 4 режимами работы, один из которых пользовательский с регулировкой силы шумоподавления от 1 до 10. ANC работает не столь корректно, как я предполагал, но в целом хорошо, учитывая стоимость. Режим прозрачности не режет слух, разговаривать не снимая наушники можно. Отмечу, что ANC режим прозрачности работают только с двумя наушниками. Далее, заряд наушников в шторке на смартфоне отображается. По одному они работают, но при подключении с небольшой задержкой. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству. Анимации при подключении я не обнаружил. Мультипоинт на борту на два устройства. Датчики обнаружения отрабатывают корректно. Ко всему их можно включить или выключить в приложении. Данная пара поддерживает технологию панорамного звука для прослушивания музыки и просмотра фильмов. По моим наблюдениям, звучание становится объемнее и в музыкальном режиме высокие частоты слегка
слегка глушатся, а в режиме для просмотра фильмов, наоборот, высокие частоты становятся более четкими и выразительными. В любом случае, я бы не сказал, что это прям необходимая функция, но не лишняя. Емкость аккумулятора здесь 400 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 35 минут, беспроводной зарядки нет. Саморазряд у бокса я не наблюдал, емкость аккумулятора наушников 35 мАч, полный цикл зарядки занимает не больше часа, отыграли наушники на 75% громкости по кодеку AAC без включенного активного шумодава ANC 5 часов 46 минут. Разряд неравномерный, левый наушник слегка быстрее разряжается. С боксом данная пара может прослужить до 25 часов в зависимости от сценария использования. 10 минут подзарядки наушников в боксе дают 1 час прослушивания музыки в тех же условиях. Защита от воды не заявлена, но я все равно их искупал в воде около 30 секунд. В итоге на звучание и на микрофон вода не повлияла. Но опять же неизвестно, что будет завтра. Вам я, конечно, не советую специально окунать данные наушники в воду, так как они однозначно не приспособлены для погружения. Baseus Bowie M2S можно подключить к приложению, к слову, под названием Baseo. В приложении все переведено на русский, работает приложение местами некорректно. На стартовой странице с подключенными наушниками есть заряд наушников в процентах, но заряд бокса не отображается. Далее можно переключаться между режимами шумоподавления и режимом панорамного звука. Также есть 12 предустановленных эквалайзеров и даже можно создать 3 8-полосных кастомных эквалайзера. Предустановки настроены не лучшим образом, но во всяком случае выбрать что-то да можно. И на кастомные эквалайзеры они откликаются не так хорошо, как хотелось бы. В приложении можно выключить игровой режим и найти наушники на карте, используя функцию, при которой сохраняется местоположение, где разрывалось соединение смартфона с наушниками. Мне обновление прошивки еще не прилетало, но в приложении, по всей видимости, можно будет обновляться, конечно, если обновления прилетят. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только SBC и AC, через две стены они не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка по заявлению производителя с игровым режимом достигает 60 миллисекунд, в YouTube задержка незаметна, в играх задержка глазу особо незаметна, играть комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с технологией шумоподавления отрабатывают для данной ценовой категории стандартно, ни лучше, ни хуже. Сильного перегруза нет, но голос искажается, примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников Baseus Bowie M2S, и вы слышите, насколько хорошо работают микрофоны. Напоминаю, что в этой ценовой категории при любом раскладе все будет работать плюс-минус одинаково, я вам даже больше скажу. Любые наушники, сколько бы они ни стоили, 30, 40, 50 тысяч рублей, если вы будете использовать их, не говоря о шнурках, потому что шнурки это другое, и использовать микрофон вашего смартфона, в 99% случаев микрофон вашего смартфона отрабатывать будет лучше. Примерно вот так будут отрабатывать микрофоны наушников Baseus Bowie M2S. Звучание я тестировал без всех функций предустановок, в стоке запаса громкости достаточно, я прослушивал музыку не выше, чем на 75%. Звук чистой воды басхедный, но при этом неплохо сбалансирован. Бас плотный и глубокий, высокие звучат приятно, но, как по мне, они имеют избыточный акцент. Середина проработана детализацией, звучанию достаточно. Опять же, помним про форм-фактор и кодеки. Данная модель по звуку схожа с Baseus Bowie M1. Для современной музыки не только M2S отличный выбор в плане звука, производитель постарался, конечно же, если учитывать стоимость. Из минусов: плохо реализовано сенсорное управление, нет регулировки громкости, приложение периодически работает некорректно, нет беспроводной зарядки бокса, не бесшовное переподключение, что очень странно, и на кастомный эквалайзер наушники откликаются с трудом, родной кастомный. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую: беспроводные наушники Baseus Bowie M2S за свою цену, которая сейчас на Али. Хорошие ТВС наушники форм-фактора затычки с отличным функционалом. ANC до 48 дБ, временем автономной работы Космос и поддержкой фирменного приложения и панорамного звука, который не для всех актуален, но хорошо, что подобная технология есть в эконом-классе. От меня девайсу да, подписывайтесь на канал с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.